Всем привет! Добро пожаловать обратно на мой канал Slave for Music, и сегодня я хочу поговорить с вами о последних концертах октября, о которых я еще не рассказала. Вау! Построение фраз, логика. Великолепно. Потрясающие истории из концерта Butcher Babies, который прошел 23 октября в клубе МОД. Туда я пошла не одна, со мной были две мои подруги. Одна недавно переехала на учебу из Кемерово, вторая приехала на концерт Butcher Babies из Казани. Кстати, у нее тоже есть свой канал, называется To The Dream. Ссылочку я оставлю внизу в описании. У нее уже есть видос про этот концерт. Я, как обычно, опаздываю, потому что я не успеваю ни снимать, ни монтировать, и ничего, короче, не успеваю. У Анжелики где-то за 11, по-моему, дней, 11-12 дней до концерта был день рождения. Мы, значит, с Настей, со второй подругой, не знали, что ей подарить. И в итоге Насте в голову пришла идея: слушай, у Butcher Babies же есть VIP за $60, ну, 59. Давай скинемся. Каждый из нас не может себе это позволить, но давай мы с тобой по 2 косаря скинемся, потому что это в общем в рублях там примерно 4 косаря. Короче, давай типа по 2 скинемся, купим ей VIP и не скажем ей об этом. Сначала мы хотели ей сказать, когда она приедет, потом мы решили нет, потому что буду встречать ее только я, и мы хотели ей это объявить вдвоем, таки не, так не пойдет. Потом когда-то еще хотели сказать, а в итоге решили, что да не, мы ее прям перед фактом поставим. Как вы подозреваете, из этого получилась очень даже крутая, забавная, смешная история. Значит, день концерта. Мы пришли заранее. Мы думали, что будет очередь. Нет. В итоге нас пустили в МОД, потому что на улице холодно. Мы разделись в гардеробе и сели вот у входа непосредственно в сам концертный зал. Охраны возле входа в концертный зал не было. Вместо охраны была бочка с логотипом Нигермейстера. Я не знаю, чем руководствовалась охрана МОДа и чем руководствовались организаторы, потому что если они думали, что они поставят бочку, мимо нее никто не будет заходить в зал, то они очень сильно ошиблись. В зал заглянули все, реально. Там проходил саундчек группы разогрева Filament. У Анжелики, кстати, тоже вот только вышел видос про эту группу с маленьким интервью с вокалисткой в боксе, поэтому ссылочку я тоже оставлю внизу в описании. Проходите, слушайте, подписывайтесь. Значит, идет саундчек Filament, и как бы на этой бочке сидели, эту бочку обходили, открывали двери, заглядывали, типа, весело, клево. Это вот так примерно выглядело, то есть, чем думали орги, я не знаю, чем думала охрана моды, я тоже не знаю. Но вот как-то вот так это все вышло, конечно. Я тоже стояла, возмущалась, типа, алло, это что такое? Ну ладно, в общем, время скоро подходит к общему запуску, про VIP ничего не известно. Мы с Настей такие там уже шушу, не шушу, где VIP, что происходит, когда VIP. Анжелика все еще ни черта не подозревает. По-моему, уже можно было догадаться, Анжелика вообще ничего не подозревает. В итоге выходит молодой человек из зала, видимо, кто-то из организаторов. Его останавливает девушка, которая стоит позади меня. Юля, мы с ней потом познакомились, очень крутая девочка. И она у него спрашивает, мол, а что с ВИПом? Как бы уже скоро время для общего запуска, известно что-нибудь по ВИПу? Он такой, да, вот кроме вас, кто еще на ВИП? Я просто беру Анжелику, просто подталкиваю ее сюда, и такая вот она, короче, на ВИП. Анжелика такая, что? Что? Ее выражение лица, это было просто вот, это было непередаваемо и шедеврально. Вот максимально шедеврально. Мы с Настей радовались, как маленькие дети. Вот, прям вот, как не в себя радовались. Она все еще ничего не понимает, у нее дикий шок. Выходит Генри, гитарист Butcher Babies, называет их имена, то есть Анжелика, Джулия. Джулия идет к Генри, я подталкиваю Анжелику к Генри, мы такие, с прошедшим днем рождения, иди. И она такая, что? Их запустили, закрыли за ними дверь,
все еще нет охраны, все еще вместо охраны стоит бочка. Настя мимо этой бочки, короче, заходит в дверь, подбегает Генри, там уже Анжелика обнимается с девочками и просто судорожно вспоминает английский язык, потому что она в шоке, у нее все просто из головы вышибло. Она, значит, подбегает к Генри и говорит, вот, у нее, мол, был день рождения, мы купили этот VIP ей в подарок, пожалуйста, поздравьте ее. Генри такой, ок, все, хорошо. Настя вышла обратно, и потом, собственно, Анжелика нам рассказывала, что они там ее поздравляли. В общем, было круто, невероятно. Там вот с точки зрения Анжелики, в ее видосе, внизу в описании есть ссылочка, все это, в общем, тоже можете посмотреть, послушать. Дальше общий вход, значит, мы подбегаем туда, Анжелика с Юлей заняли прям вот посередочке, нет, потому что как бы у мода ограждений, просто прям под сценой, вот это вот посередочке сцены все они заняли места, и Юля такая, типа, ни хрена, типа, вы, девчонки, обалдеть, я бы никогда такой подарок не сделала, типа, и Анжелике говорит, мол, типа, береги друзей, они у тебя охуенные, вот, собственно, как бы, да. Дальше выходит Филамент, разогрев, потрясающие ребята, группа из Зеленогорска, ребят просто вот максимально, просто вот вокалистка Маша, она, ну вот, максимально невероятная. Ну, в смысле, у нее дичайший просто гроул и не менее дичайший скрим. И просто мы все были в шоке, но всем нам очень понравилось. Заканчивается разогрев, значит, выходит Butcher Babies, нам очень весело, великолепно, все хорошо, все прекрасно. Нам очень весело, мы смотрим, вот перед нами стоит Карла и Хайди, все. Нам ничего больше в жизни не надо, они прям перед нами, мы не смотрим по сторонам, зачем, что происходит. Большая такая туша, очень сильно пьяный мужик мимо охраны залезает на сцену и решает стейдж-дайвнуться. Я ничего не имею против стейдж-дайвинга, я ничего не имею против слэма, множествен смерти и прочих практик тяжелой музыки. И не только тяжелой музыки, как бы эти практики уже на рэпе используются, если честно. Тут как бы я ничего не имею против, проблема в том, что это делать надо уметь, и делать это правильно, и смотреть, на кого ты прыгаешь. Потому что, наверное, 4 хрупкие девушки в первых рядах тебя не поймают. И я не скажу, что он прыгнул, он был настолько пьян, что он как бы просто свалился. Такое было впечатление, что он запнулся о край сцены и просто свалился. И свалился прямо на нас. Насте он заехал ботинком по виску, она получила легкое сотрясение мозга. Это было не круто. Максимально не очень хорошо. Мне повезло больше всех, он просто заехал мне ботинком вот сюда. Слава богу, не в переносицу, потому что еще одного перелома переносицы я не выдержу. И, собственно, он падает своей просто вот этой потрясающей пьяной тушей прямо на Анжелику. Вот он ее полностью придавливает, она еще не могла вытащить из-под него ногу. В общем, это было очень весело, я поворачиваюсь, понимаю, что Анжелики нет, это как, где Анжелика? Она возникает непонятно откуда, этот чувак все еще не может встать, его кто-то поднимает, он просто не может встать. Мы такие, что? Но в итоге мы были прямо в эпицентре просто какого-то дикого угара, над нами скачут наши женщины, мы такие, в жопу, короче, потом. И вот это вот начинается. Отжигали мы реально как не в себя, мы пели, мы орали, каждое слово, каждый куплет, каждый припев, все максимально, все. В какой-то момент у меня начало болеть и горло от неправильного скрима, потому что связки «Добрый вечер». И я начала гроулить, что стало как-то полегче, но я тоже думаю, это было неправильно. Хотя, по ощущениям, было нормально. Но, опять-таки, ни к чему нам эти разговоры. Концерт, на самом деле, прошел очень быстро. То есть, сет-лист примерно на час, может быть, чуть больше часа, даже больше, наверное, часа. Он пролетел просто как 5 минут. Просто заканчивается концерт, мы такие, все, что ли? Блин. В итоге, ребята, после концерта девушки пошли на мерч-бут, и с каждым фотографировались, подписывались, что-то с каждым общались. Ребята пока разбирали бэклайн, разбирали свою аппаратуру, они тоже со всеми желающими фотографировались, расписывались и так далее. Когда они еще, значит, раскидывали барабанные палочки, медиаторы, вот это вот все, я обычно ничего не ловлю, и я даже не пытаюсь, потому что мне оно как-то особо не надо, знаете. Я видела любимых музыкантов вживую, как бы, да, они перед моими глазами отыграли концерт, мне в жизни вообще, я их видела просто вот так, мне в жизни больше ничего не надо, как бы, у меня все хорошо, у меня вот есть эти впечатления, у меня есть эти эмоции, у меня есть это вдохновение,
у меня есть эти воспоминания, мне больше ничего не надо. Ну, значит, Анжелика выхватывает палочку, барабанщик такой, типа, у нее день рождения, все, она берет, Анжелика берет палочку, там кому-то, короче, кому-то из наших выхватила медиатор, да, пока они его там раскидывали. Я чувствую, что мне что-то упало на ногу. Я убираю ногу, опускаю голову и вижу, что на месте моей ноги лежит медиатор. Я понимаю, что мне на ногу упал медиатор, и такая, ну, раз он упал мне на ногу, это знак, подниму. Теперь у меня есть медиатор Butcher Babies. Добрая вещь. А еще есть плакаты. Есть плакаты, которые расклеивались по городу. И да, вы угадали, я их спиздила. Я спиздила целых 3 штуки. Анжелике, Насте и себе. То есть это было вообще в другой день, это было до концерта. Это было после одного из моих отработанных концертов, когда мы потом поехали жить и веселиться. И, в общем, когда мы закончили наше путешествие на Ломоносовской в Пойзене, когда я садила девочек в такси и сама шла до метро, я была настолько под шофе, такая вся, что мне терять? И я просто, короче, 3 штуки склеила с забора и забрала с собой. Шо? Рок-н-ролл? Мама анархия? Папа стакан егермейстера. Ну, вот такая, короче, штука была веселая. В общем, мы в диком афиге были от концерта, под дикими абсолютно впечатлениями. Вообще просто все максимально великолепно, прекрасно. Получились вот такие вот потрясающие истории о том, как мы подарили Анжелике VIP. И вообще о том, что было, в принципе, все на концерте. У меня есть фоточка с девочками. Да, я помотанная жизнью, помотанная концертом, но настолько плевать, потому что у меня есть, в принципе, фоточка с девочками, я очень долго с этого орала. На этом все, вот вам. Подписываемся на мой канал. Я не знаю, если вам интересно то, на какие концерты я хожу и какие истории с этих концертов я, собственно говоря, собираю. Иногда бывает зашквар, иногда бывает весело, иногда у меня без каких-либо концертных историй, просто эмоции, впечатления от концерта, на котором я была. На этом все. Все ссылочки находятся внизу в описании на канал Анжелики, на видосы Анжелики про Butcher Babies, на видосы Анжелики про Filament. Все ссылки на мои соцсети, все это находится внизу в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Комментарии — это важно, мне нравится, когда у нас в комментариях есть адекватная дискуссия, поэтому если вам есть чем поделиться, обязательно делитесь. Увидимся в следующем видео после моего очередного концерта, который я буду прямо сейчас снимать. Потому что сроки, которых нет, но они поджимают. Пока!